Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем вязать с вами вот такой вот тапочек, вот такую модельку, вот такой фасончик. Они высокие, смотрите, какой задничек высокий. Они смотрятся очень красиво, вяжутся они абсолютно несложно. Но на этот раз у нас будут тапочки со швом. Шов на подошве и шов сзади. Ну, швы аккуратные. Даже не видно, что здесь вот шов на подошве. Он очень мягенький, абсолютно не чувствуется. Это на размер 37-38. Давайте приступать к вязанию. Для вязания таких тапочек я взяла вот такую пряжу, 130 метров, 50 грамм, и спицы номер 3. Итак, я бордовой ниточкой наберу на спицы 62 петли и провяжу 2 ряда лицевыми петлями. Итак, провязали мы 2 ряда лицевыми петлями. Следующий ряд кромочную снимаем. Дальше 1 лицевая, накид и 28 лицевых. Четыре. Так, 20, 21, 22. 28. Дальше накид 2 лицевые, накид 28, так, 15, 28, накид, 1 лицевая и кромочная. Следующий ряд вяжем все петли лицевыми, кроме накидов. Накиды мы вяжем вот за заднюю стеночку. Не вот так вот, чтобы дырка была, это я для новичков рассказываю, а спицу вводим внутрь и берем за заднюю стеночку петли и провязываем ее, перекручивая. И так мы вяжем 4 накида. Остальные петли вяжем все лицевыми. Дальше. Вторая прибавочка. Кромочную мы снимаем. Дальше вяжем 2 лицевые. Накид 28. 24, 25. 26, 27, 28, накид 4, снова накид, снова вяжем 28, 25, 26, 27, 28, накид 2 и кромочную вяжем изнаночной. Теперь также вяжем все петли лицевые, накиды мы вяжем за заднюю стеночку, вот так вот. Дальше третья прибавочка, мы будем делать всего 5 прибавочек. Третья прибавочка, снимаем кромочную, провязываем 3, мы вяжем полностью всю подошву лицевыми. Накид опять вяжем 28,
26, 27, 28, накид 6, снова делаем накид и вяжем 28, провязали 28 петель, потом накид 3 лицевые и кромочная. Следующий ряд вяжем все петли лицевыми. Следующий ряд мы будем вязать просто лицевыми, без накидов. Все петли вяжем до конца ряда лицевыми. Провязали ряд лицевыми. Теперь мы кромочную снимаем. Дальше вяжем 4. Накид 28. Накид 8, опять накид и опять 28, накид 4, теперь весь ряд вяжем лицевыми, накиды вяжем мы перевернутой петлей, и потом еще сделаем последнюю прибавочку, пятую. Теперь пятая прибавочка, кромочную снимаем, дальше вяжем 5. Накид 28, провязали 28, теперь накид, дальше вяжем 10, снова накид и опять вяжем 28, провязали 28, накид 5, и кромочная. Дальше вяжем 2 ряда просто лицевыми петлями и возвращаемся вот сюда, вот к этому хвостику. Так, провязали мы подошву, вот смотрим. Такая у меня получилась подошва. Где-то 21 сантиметр. Ну, так как она тянется, поэтому будет она размер на 37-38 точно. Так, теперь мы дальше провяжем рисуночек. Какой-нибудь узорчик. Возьмем белую ниточку. Дальше мы берем другой цвет ниточки и провяжем 2 ряда лицевыми петлями. И в другую сторону мы вяжем лицевыми. Дальше 3-й ряд. Берем опять, поднимаем наш первый цвет. И вяжем. Кромочную снимаем. Дальше
1 лицевая, 1 снять, ниточка за работой, 1 лицевая, 1 снять. И так мы вяжем до конца ряда. Провязали до конца ряда. Теперь по изнаночной стороне вяжем все петли лицевыми. Дальше меняем цвет ниточки каждые 2 ряда. Снимаем первую петлю. И дальше мы 1 снимаем, 1 лицевая, 1 снимаем, 1 лицевая. То есть мы снимаем полностью вот петельку, которая одним цветом, а вот эта, которая с перепоночкой, вот, мы ее провязываем лицевой. Потом этой ниточкой беленькой по изнанке вяжем все петли лицевыми. Итак, мы каждые 2 ряда меняем цвет ниточки и вяжем одинаково. Ту петлю, которая вот с перепоночкой другого цвета, мы провязываем лицевой, а которая полностью, вот у нас идет ряд белый, мы снимаем. Опять с этой перепоночкой мы провязываем, которая целая, одним цветом, мы ее снимаем. А по изнанке вяжем все петли лицевые. Итак, я вот провязала. И теперь беленькой ниточкой, так же как здесь, 2 ряда провяжу лицевыми петлями. На спице 82 петли. Можете сейчас по ходу вязания посчитать, чтобы не ошибиться. И в другую сторону вяжем лицевыми. Итак, провязали мы еще 2 ряда лицевыми петлями. Так как у меня на спице 82 петли, может быть у вас немножко по-другому, мы делим пополам. Я разделила 41 петлю и надела здесь маркер. 41 петля перед маркером и 41 петля после маркера. И сейчас мы вяжем лицевыми петлями нашим основным цветом, не довязывая до маркера, 6 петель. Осталось 6 петель. И теперь мы вот так слева направо провязываем 3 раза по 2 петли вместе. Два. Три. И теперь после маркера мы вяжем также по 2 петли вместе, но уже справа налево. Вводим спицу справа налево. Так, провязали. Дальше мы вяжем, провязали 3 вместе справа налево. Теперь мы вяжем 3 лицевые. Разворачиваем работу, 1 переснимаем, дальше вяжем 11 изнаночных, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Разворачиваем, переснимаем одну и до конца ряда вяжем лицевые петли. По изнанке вяжем потом до конца ряда изнаночными петлями. И по изнаночной стороне до конца ряда вяжем изнаночными. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая до маркера, опять 6 петель. Так, остается у нас 6 петель до маркера. Мы переснимаем 2 петли, поворачиваем в другую сторону, провязываем 2 вместе. Одну петлю, также переворачиваем вторую петлю и также переворачиваем третью петлю. Маркер переснимаем. А здесь 3 петли мы уже не поворачиваем, они вроде смотрят правильно. 3 вместе. Дальше мы вяжем 3 лицевые, повернуть наизнанку, переснять петлю одну и вязать 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Разворачиваем, переснимаем, вяжем до конца ряда лицевыми, потом по изнаночной стороне до конца ряда вяжем изнаночными. И теперь мы вяжем одинаково. Вяжем сейчас лицевыми, не довязывая перед маркером 6 петель.
4, 6. Так, еще 4 петли. Разворачиваем 2 петли, провязываем 2 вместе, еще разворачиваем 2 петли, 2 вместе, еще разворачиваем, еще раз 2 вместе, переснимаем маркер. Теперь 3 вместе вяжем следующее. 1, 2, 3. Дальше вяжем 3 лицевые. Разворачиваем, 1 переснимаем, дальше вяжем 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, разворачиваем, переснимаем, вяжем до конца ряда лицевыми и по изнаночной вяжем изнаночными по изнаночной стороне. И так мы вяжем, повторяем эти 2 ряда и считаем петли, чтобы вам хватило, чтобы нога влезла. Это может быть 46 петель, 48. Смотрите по своей ноге. Следующий ряд мы вяжем полностью весь ряд изнаночными и потом опять, не довязывая 6 петель до маркера, 3 раза по 2 вместе, потом после маркера 3 раза по 2 вместе, потом вяжем 3 лицевые, разворачиваем, потом вяжем 11 изнаночных, разворачиваем, и как мы вязали, так мы будем вязать. И вот изнаночными теперь мы вяжем до конца ряда. Итак, вяжем дальше. Давайте записываем где-нибудь блокнотик. Вяжем, не довязывая до маркера, 6 петель лицевыми петлями по лицевой стороне. Две петли переснимаем и поворачиваем их, провязываем 2 вместе. Вторую пару переснимаем, провязываем 2 вместе. И третью пару переснимаем, поворачиваем и провязываем 2 вместе. Следующие 3 пары: 2 вместе 1 раз, 2 вместе 2 раз и 2 вместе 3 раз. Потом мы вяжем 3 лицевые, развернули, 1 пересняли, дальше мы вяжем 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Разворачиваем до конца ряда, вяжем лицевыми и по изнаночной стороне до конца ряда вяжем изнаночными.
Итак, у меня осталось 52 петли. Сейчас померяем на колодочку тапочек наш. Так. И теперь наверху также я буду делать вот такой вот рисуночек, вот такой же узор. Буду чередовать каждые 2 ряда белую ниточку и розовую. Так, первую провязываю. Дальше я 2 ряда провяжу беленькой ниточкой лицевыми. И теперь я вам немножко напомню узор этот. Первую снимаем или провязываем. Одну вяжем лицевой, одну снимаем нить за работой. Одна лицевая, одну снимаем. А по изнанке вяжем все петли лицевые. Теперь меняем цвет ниточки. Красную полностью, которая красная, мы снимаем. А та, которая с беленькой перепоночкой, мы ее вяжем лицевой. Опять одну снимаем, одну вяжем лицевой. По изнанке вяжем все петли лицевые. И потом опять меняем цвет ниточки. Вяжем высоту по желанию. Итак, я связала такую же точно полосочку, как я связала и внизу. Вот такой тапочек получился. И теперь нам нужно сшить задничек и подошву. Заделаем тут ниточки по изнанке, кончики. Так, я тут немножко сошью самую малость беленькой ниточкой, потому что я заканчивала ряд беленькой ниточкой. Теперь я тут их свяжу. Беленькую потом вот сюда вот задену. А дальше пойду сшивать потом уже бордовой ниточкой. Как вы знаете, я сшиваю всегда одинаково. Я беру за 2 косички с одной стороны и 2 косички с другой стороны. И крючком протаскиваю. И так сшиваем до конца. Вот так сшиваем и сюда переходим. Итак, я сшила тапочек. И теперь будем примерять его. Вот у нас задняя часть, вот подошва. Ну, давайте посмотрим, что мы тут навязали. Смотрите, какой симпатичный получился тапочек. Высокий. О, какой задничек высокий будет.
И очень красивый, смотрите. Очень симпатичный получился у нас тапочек с вами. Давайте я, наверное, сейчас его замеряю со всех сторон, где сколько сантиметров. Но вы же не думаете, что он такой будет, он же растягивается. Я вам сейчас замеряю. Так, от начала мыска 20 сантиметров. Но так как он тянется вот до 23 даже, потому что он натяжку должен быть. Здесь у меня высота 12 сантиметров. Ну, здесь вот мы замеряем. Тут 10. Сам рисуночек у меня получился где-то 2,5 сантиметра. И здесь то же самое. Задняя часть еще померяем. 13. Ну, вот такой тапочек, девочки. Я думаю, неплохо. Главное, что задничек высокий. Эта колодочка у меня на 37-38 размер.